Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Смотреть на Тэхёна, когда он такой собственник, отдельная категория искусства. Девятое место. Как Тэхён смотрит на своего Чангука, умиляясь его простой радости и наслаждаясь звуками любимого смеха, такого чистого и искреннего. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Фанаты снова требуют, чтобы Тэхён покинул группу». В чем причина? Полный обзор ситуации. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Вспомним слова Тэхёна «Моя семья – Чангук». Седьмое место. Чангук и его слабость к очаровательной части тела Тэхёна. Шестое место. Поведение пары. Сцепление рук и души расцветают, биение сердец ускоряется, и нежность в глазах уже не скрыть. Любители тесных пространств и отсутствие личных границ. Пятое место. Иногда слова вовсе не нужны. Взгляд Тэхёна самый громкий. Четвертое место. Забота. Мне слишком нравится тот факт, что Чангук всегда на стороне Тэхёна, независимо от обстоятельств.
Третье место. Новости. Тэхён слушает новый альбом Дэниела Сезара «Son of Spyorge». Дэниел Сезар, Дэниел Сизар, канадский певец и автор песен, известный своим мягким, душевным R&B. Он прославился такими треками, как Best Part и Get You, и получил несколько номинаций на премию Грэмми. Его музыка обычно очень атмосферная, эмоциональная и романтичная. Чангука видели гуляющим по Сеулу несколько дней назад. К миде Оу Тэхёне. Тэхён с мокрыми волосами, взглядом олененка и в коричневой кожаной куртке. Роковая красота осеннего мужчины. Публикация фотосессии для Селин в Инстаграм вызвала взрывной отклик у фанатов. Тэхён выложил в своем Инстаграм фотосессию для осенней кампании Селин, вызвав восторг у глобальных фанатов. Детали идеального осеннего образа. В фотосессии Тэхёна, как глобальный амбассадор бренда, выбрал коричневую кожаную куртку Селин как центральный элемент образа. Под оверсайз-куртку он надел черный базовый слой, создавая современный и при этом повседневный стиль. Особое внимание привлекла коричневая кожаная сумка Бостон от Селин, идеально подобранная по тону к куртке, что элегантно подчеркивает фирменный стиль бренда. Нежное красное ожерелье добавило яркий акцент в спокойную коричневую гамму, демонстрируя тонкий вкус в стилистике. Мокрые волосы и сдержанный макияж усилили естественную привлекательность, а кадр, где Ви держит желтые осенние листья рядом с деревом, сочетает атмосферу осени и городскую элегантность. Взрывная реакция фанатов по всему миру. Реакция фанатов была невероятной. Одна японская фанатка сразу нарисовала иллюстрацию Тэхёна, выражая горячую любовь. Англоязычные фанаты писали: «Он с мокрыми черными волосами у окна выглядит идеально», или «Тэхён проснулся, и я сделал пост менее чем за минуту». В фотосессии особенно выделены кадры крупным планом, демонстрирующие глубокий взгляд Тэхёна, похожий на взгляд олененка. Фанаты восхищались его глазами, называя их Pretty Eyes, а также обращали внимание на острый и интенсивный взгляд и тонкую улыбку. Во Вселенной всегда есть две руки, которые пытаются коснуться друг друга, и две души, которые стремятся друг к другу сквозь все препятствия. Чангука упомянули на мероприятии, посвященном 5-й годовщине со дня смерти бывшего председателя Samsung Ли Гонхи. Ли Гонхи, архитектор, стоявший за глобальным восхождением Samsung, часто упоминается вместе с историей чуда на реке Хан, став символом преобразований и национальных стремлений. При жизни покойный председатель Samsung отличался своей верой в то, что по-настоящему развитая нация возможна лишь тогда, когда культурные знания становятся частью повседневной жизни людей. Эта философия продолжает жить в разных формах, через создание музея искусства Samsung, сохранение культурного наследия, развитие талантов и поддержку медицины. В этом году, отмечая 5-ю годовщину его ухода,
Samsung готовит новое видение социальной миссии, основанное на наследии покойного председателя, принципах инноваций и взаимопомощи. Председатель Ли Чжи-ин заявил: «Следуя наследию покойного председателя, мы станем компанией, которая растет вместе с обществом». Среди направлений, составляющих так называемое наследие Лигонхи Кейч Легаси, особое место занимает медицинская сфера, как в символическом, так и в буквальном смысле. Реализуются различные исследовательские проекты: диагностика и лечение детского рака, раннее выявление редких заболеваний, создание общей базы клинических данных о здоровье детей. Также идет работа над проектом пожертвования в 700 миллиардов вон на развитие инфраструктуры для борьбы с инфекционными заболеваниями, включая строительство национальной инфекционной больницы с современным оборудованием и расширение исследовательских центров вакцин и терапии при Национальном институте инфекционных заболеваний. Корейские СМИ отмечают, что наследие Лигонхи стало толчком к новой волне филантропии в обществе. Продолжая масштабные социальные инициативы семьи покойного председателя, многие известные личности присоединились к этому движению. Среди них Чангук, который был отмечен за пожертвование в 1 миллиард вон, примерно 758 тысяч долларов США, в детскую больницу при Сеульском национальном университете. В апреле 2023 года, за несколько месяцев до ухода на военную службу, Чангук сделал это пожертвование, заявив в пресс-релизе: «Надеюсь, это поможет детям, страдающим от болезней. Пусть они смогут снова улыбаться и быть здоровыми». Больница сообщила, что средства были направлены на оплату медицинских расходов детей из малообеспеченных семей и поддержку проекта Центра комплексной медицинской помощи. Несколько дней назад больница официально разместила имя Чангука на своей стене благодарности крупных доноров, отметив его значительный вклад. Поступок Чангука стал ярким примером связи искусства, бизнеса и общества, показывая, что вне зависимости от сферы деятельности, дух ответственности и стремление помогать – это ценность, передающаяся из поколения в поколение. Стоит отметить, что Чангук и другие участники в группе уже почти десятилетия регулярно делают значительные пожертвования в пользу общественных организаций, благотворительных фондов и даже государственных инициатив. Совсем недавно, в марте этого года, когда пожары нанесли серьезный ущерб регионам Кёнбук и Кённам, Чангук пожертвовал еще 1 миллиард вон в Ассоциацию помощи при катастрофах Hope Bridge Korea. Фанаты гордятся им, ведь Чангук продолжает сиять не только благодаря своему таланту и мировому успеху, но и благодаря доброте, искренности и чувству социальной ответственности. С такой теплотой и влиянием он по праву закрепил за собой статус одного из ведущих и самых вдохновляющих артистов кей-поп. Он может быть очень разным, оставаясь при этом идеальным. Знаете ли вы, что в ноябре 2013 года, в начале своей карьеры, участники BTS приняли участие в эмоциональном проекте под названием «Письма ангелам», фотопроект «Письмо от ангелов», направленный на повышение осведомленности о важности усыновления. Этот проект, созданный в 2003 году фотографом Джо Саех Ян, это ежегодная благотворительная кампания, цель которой привлечь внимание к детям, оставшимся без попечения родителей, и поддержать усыновление внутри страны. Каждый год известные корейские знаменитости фотографируются с младенцами, которые надеются, что новая семья подчеркнет важность усыновления и даст этим детям надежду на лучшее будущее. Участие BTS в этом проекте было особенно значительным.
На фотографиях, сделанных для кампании 2013 года, юные кумиры нежно и бережно держат младенцев на руках, передавая через объектив все тепло своих сердец. Этот жест показал не только их доброту, но и серьезную приверженность социальным вопросам, что стало одной из причин их огромной будущей популярности. Часть прибыли от рекламной кампании из Lotte Duty Free были пожертвованы благотворительной организации, которая помогает медицинским работникам на переднем крае борьбы с коронавирусом. К счастью, больно падать им не пришлось, они по-прежнему на вершине своих чувств и успеха. Самое время залипнуть на Taekook. Эти две машины – боги. Эти детали. Не могу перестать смотреть на такого Тэхёна. Главный директор глобального мероприятия Vogue лайкнул последний пост Техина. И знаете, что самое интересное? С момента показа Селин в июле до самого сейчас единственный кей-поп айдол, которого он подписал, это Тэхён. Я просто в шоке. Верните его на сцену, и никто не пострадает. Пока неудачники уже пятый день устраивают свою грязную кампанию в сети, стримы Winter Ahead на Spotify растут, фолловеры у Тэхёна прибавляются, он продолжает выигрывать голосование, а его билборды с лицом вспыхивают по всей Корее. Похоже, чем больше вы беситесь, тем успешнее он становится. Самое время залипнуть на них. Как ни крути, прекрасен.
Умираю, уже только от рук схожу с ума. Зайденчу в Инстаграм. Чангук переосмысливает классический образ джинс на джинсё, добавляя в него свой уникальный стиль. В мягком свете его естественные движения передают ощущение непринужденной уверенности. Момент, когда вневременный минимализм встречается с неповторимой чувствительностью Чангука. Почему он такой милый? Фанат от Тэхёня. Пока я смотрел соревнования и фотографировал участвующих идолов, внезапно в арену вошел ребенок, крепко держащий куклу. И он так доброжелательно поздоровался со мной. Не знаю, почему он поздоровался со мной, ведь я не репортер и не сотрудник. Не зная, кто он такой, я был озадачен и сказал «Привет». Затем я сделал несколько фотографий мальчика, гадая, почему он несет плюшевого мишку. Мальчик казался немного смущенным, но в тот момент мне нужно было сделать несколько снимков, и я их сделал. Этот мальчик милый, но он был такой странный, и когда я вернулась домой и писала в своем дневнике, странный мальчик с куклой поприветствовал меня, на нем был свитер, и я не знала, кто он. Я гадала, кто это был, и это оказался Тэхён. Кажется, это был день лунного Нового года, а не Чусок. Когда я увидел, как он меня приветствует, я снова вспомнил, что это тот самый парень, который всегда старался подходить к людям с открытым сердцем, как он это всегда делал. Тэхён просто такой добрый и дружелюбный, поэтому он стал глобальным звездой мирового класса, которую так любят многие люди и которая оказывает положительное влияние на окружающих. Спасибо, что поздоровались со мной, хотя я тогда был не в настроении. В тот день я закончил свою работу в очень хорошем настроении, и это стало для меня поводом сегодня вновь дать себе обещание. Не всегда легко человеку сохранять то же самое сердце, как будто это в первый раз, но Тэхён, кажется, был теплым тогда и сейчас, и он очень благодарный и милый. Чангук такой Чангук. А вы знали, что Тэхён постоянно использует язык жестов в своих сообщениях и приветствиях фанатам? Тэхён просто существует, и этот факт уже причина улыбки для Чангука.
Примечательно наблюдать эффект бумеранга этих атак. Чем больше Ким Тэ-хён подвергается клевете и ненависти, тем больше растет его известность, харизма и признание, он становится еще более известным, любимым и признанным всеми, как публикой, так и индустрией. Организованные атаки, вместо того, чтобы принижать его, парадоксальным образом, в конечном итоге усиливают его гениальность. В конечном счете, история Ким Тэ-хёна, противостоящего организованной ненависти, это пример стойкости в цифровую эпоху. Любовь она такая, тайные прикосновения, собственничество и нежность. Медиа пишут, Тэ-хён – влияние, которое выходит за рамки музыки и культуры, устанавливая новый стандарт для кей-поп сольных артистов. Его музыкальный подход, подчеркивающий собственный художественный стиль над коммерческими стратегиями, служит ценным ориентиром для современных артистов, ищущих баланс между популярностью и искусством. Музыкальный подход Тэ-хёна начинается с создания мелодии, к которой затем добавляются тексты, и в итоге рождаются лиричные и эмоциональные произведения. Его музыкальная философия, основанная на личных размышлениях и эмоциях, при этом учитывает восприятие публики и становится ключевым элементом в формировании глубокой связи с его поклонниками. Долгосрочное лидерство Тэ-хёна в мировых чартах кей-поп также подтверждается его статусом любимого лица люксовых брендов и глобальной рекламной кампании. Эти бренды и проекты, в которых он участвует, становятся культурными трендами и оказывают влияние на индустрию моды и образа жизни. Второе место. Это так интимно. Чангук – очень активный мальчик, и он любит играть с Тэ-хёном. Они такая красивая пара. Первое место. Во время концерта в Чили Чангуку стало плохо. Настолько, что он еле стоял на ногах. Но продолжал петь и исполнять сложную хореографию. Посмотрите, как переживает за него Тэ-хён. Он просто не выпускал его из поля зрения. И в конце показал за спиной ему знак «Я тебя люблю», а Чангук стукнул его костяшками, давая понять, что увидел это и знает это. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.